Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня у нас агрогороскоп с 3 по 5 октября 2021 года. Это время, когда убывающая луна будет находиться в знаке Дева. Время московское. Но, как всегда, мы сначала предваряем этому периоду Девы день, когда что можно сделать заранее. Ну, естественно, и период рассматриваем, который идет сразу же после этого знака. Давайте рассмотрим вот этот период, когда до... Вот сейчас вот так я все по-прежнему хочу, чтобы умещались субтитры. Вот таким образом. Итак, что мы можем посеять еще в знаке Лев? В знаке Лев это суббота 2 октября. Можно посеять сидираты и посадить лук-чеснок. Рассаду не высаживаем, потому что в этот период не формируются корни. Они очень маленькие, растения не дают хороших результатов. И в саду мы можем нарезать черенки. Это для тех регионов, где уже минусовая температура, -2, -3, -5 уже позади. Можно нарезать черенки для хранения. Ну и обрезать можно очень хорошо во льве. Проводить обрезку впереди, новолуние. Это хороший период. Далее по цветам тоже проводим обрезку тех частей растений цветочных, где необходимо это сделать. Уборка цветников. Для комнатных цветов также актуальна обрезка, если что-то отцвело уже и подсыхает, или листики, а также защита от вредителей и болезней. Поливы во льве бесполезны, ну и подкормки, естественно, тоже нет. Они даже агрессивны для наших растений, потому что в это время растения не воспринимают воду. Зато очень хорошо собирать урожай, делать заготовки и закладывать на хранение. Вот смотрите, в этот день, 2 октября, нужно заняться самое главное – заготовки на зиму, переработка собранного урожая и сбор урожая. Ну а теперь к основным дням идем. Это дни, когда у нас Луна будет находиться в знаке Дева. Это убывающее, это скоро новолуние. А новолуние 6 в 14:07. Смотрим, у нас с утра еще будет знак Лев. А с 2 часов 45 минут и до 11 часов 38 минут, до момента перехода в знак Дева, Луна без курса. Поэтому в это время очень важно, смотрите, разные вот эти временные периоды будут работать. Вот третий, обратите внимание, с 13 часов можно будет в Деве уже высаживать луковичные цветы. Кто-то тюльпаны, нарциссы, крокусы, все, что вы хотите высаживать и что срочно нужно высаживать. Можно высаживать рассаду цветов, только цветов. Декоративные саженцы, еловые различные растения тоже в это время можно высаживать. И актуально с 13 часов нарезка черенков и не только цветов, но и различных декоративных и ягодных растений. Рассада только цветочная. Дева не любит овощные растения, только цветы. В саду можно нарезать черенки для укоренения именно с 13 часов. Разные растения, кто-то будет лианы размножать, нарезает череночки, кто-то ягодники. Ну, у каждого свои планы, можно нарезать для укоренения. Кстати, можно и для хранения нарезать. А вот обрезка уже в Деве с 13 часов, пожалуйста, забудьте об этом. Хотя вы мне скажете, как же так? Мы говорите, что мы должны нарезать черенки. Нет, только вот обрезку можно проводить черенков. Это как исключение из правил. Есть какое-то правило, есть исключение. В Деве очень хорошо именно нарезка черенков. Не обрезайте растения. Я уже столько раз наблюдала эту ситуацию, не очень хорошие результаты потом. Заболевают растения. И, кстати, очень хорошо заболевания прицепляются именно к споры грибковых заболеваний в этот период. Для цветов в воскресенье 3 октября хорошо сделать уборку цветников. Для комнатных растений с 13 часов черенкование, ну и, естественно, укоренение черенков.
Если ваши уже ранние череночки уже принялись, корневая система нормально, можете высаживать, пересаживать, перевалку проводить этих цветов. И не только цветов, но другие комнатные растения, которые у вас есть. И хорошо поливы и подкормки проводить. Но эти агрооперации поливы, подкормки, Даша, они у нас есть эффективны только с 12 часов. До 12 часов с утра это не делаем, потому что во льве не принимается растением вода. Вот что касается далее уже вот этого момента, сразу же, сбор урожая, заготовки, закладка на хранение, пожалуйста, это повремените. Сделали во льве, делайте перерыв. Далее очень хороший такой день у нас следующий, 4-й. Весь день у нас здесь получается, можно практически многие работы проводить, что касается поливов, подкормок. А вот некоторые дела, которые касаются вот снова же саженцев, посадки саженцев цветочных, декоративных растений, здесь, пожалуйста, смотрите, только до 12 часов. До 12 часов высаживайтесь, вот с утра луковичные цветочки, саженцы цветочных, декоративных, еловых растений, укореняйте черенки до 12 часов дня. Можно высаживать рассаду цветов тоже до 12 часов дня. Укореняйте, нарезайте черенки тоже до 12 часов. Обрезку не проводите, в деве не рекомендую. На цветнике уборка. Ну, естественно, комнатные цветы тоже до 12 часов. Видите, у нас вот такой период. Далее у нас неблагоприятное время для того, чтобы проводить какие-либо посадочные, посевные работы. Работы, которые дают жизнь, новую жизнь растениям. Потому что у нас начинается время черной луны с 14 часов 7 минут. А до 12 часов нужно все сделать для того, чтобы мы получили хороший результат. Так что до 12 часов черенкуйте, укореняйте черенки, высаживайте, пересадка, перевалка, поливы, подкормки до вечера можно проводить. И снова же, смотрите, мы не собираем урожай в деве, ни заготовки не делаем, то есть консервация, сушка, заморозка, а также закладку на хранение не выполняем. Очень интересный день, уже 5 октября, мы сейчас к нему поближе сейчас подойдем. Это будет вторник, и здесь половина дня, чуть больше даже, до 15 часов 41 минуты Луна будет находиться в знаке Дева, затем перейдет в 15:42 уже в знак Весы. Новолуние у нас ожидается 6-го. И смотрите, естественно, в этот день ничего не сеем, не высаживаем, абсолютно ничего. И даже обрезку не проводим. В дни, когда Луна находится в дни Девы, в период Девы. Но когда уже будут весы, то есть уже после, вечером навряд ли уже темно, но если вдруг вам захочется что-то обрезать, то 16 часов вы можете уже провести вот эту агрооперацию. Далее, для комнатных цветов, для цветов, главное сейчас будет защита от вредителей и от болезней. Поливы до 12 часов эффективны, а вот уже в знаке Весы это всегда поливы опасны. Это время дыхания растений, поэтому постарайтесь до 12 часов провести поливы. И, естественно, если даже там утром какие-то подкормки под корень, это у нас убывающая луна, это дева, можно провести небольшую подкормку, но снова же физиологические процессы затихают, поэтому делайте, пожалуйста, все минимально и не напрягайте растения, впереди тем более новолуние. Подкормки не проводим, лучше этого не делать. А вот этот период, когда уже у нас был позади перерыв, мы отдыхали с заготовками, сбором урожаев. Пожалуйста, с 16 часов можно заниматься сбором урожаев, заготовки различные делать и закладывать на хранение. Вот этот период как раз будет очень хороший. Весы – это знак стихии воздуха, и можно эти работы выполнять
качественно и эффективно. Вот эта рубрика, благодаря вашим предложениям, вот сейчас приобрела уже такой вид: «Луна для дома, для здоровья» с 3 по 5 октября 2021 года. Это очень оказалась важная рубрика, и мы ее продолжаем и усовершенствуем. Итак, рассмотрим 2 октября в знаке Лев, что мы можем делать для дома и для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Для этого периода вот актуальны вот такие у нас задачи. Печку растапливать, да, очень хорошее время. Пробка очень быстро из дымохода выходит благодаря сухому спирту, или же просто газету протопили и потихонечку растапливаете. Далее стрижка волос, ногтей очень хорошо во Льве. А вот с покраской волос, вот это новое предложение пришло. Пожалуйста, когда можно химические завивки делать, краситься, пожалуйста, во Льве это не подходит, потому что в это время просто-напросто сгорают волосы. Химия, пожалуйста, ее перенесите на другое время, а пока пропустите. Тем более еще впереди у нас очень важное событие космическое, новолуние, но во Льве этого делать не надо. Мытье волос очень хорошо, очистка кожи продолжаем, покраска, побелка, я имею в виду ремонт, да, очень хорошо. Проветривайте подушки и одеяла 2 октября, стирка, уборка тоже очень хорошо. И что касается сразу же здоровья, мы тоже будем рассматривать вот эти важные вопросы. Смотрите, это время Льва. В это время уязвимы сердце и вся практически сердечно-сосудистая система. Просто очень-очень внимательно отнеситесь к своему здоровью. Это время, мало того, что это знак стихии огня, еще перед новолунием организм ослаблен. И в то же время различные стрессовые ситуации сейчас очень активны и популярны. Не смотрите, пожалуйста, различные новости, какие-то страшные фильмы, раздражающие, стрессовые. Исключайте алкоголь, исключайте в это время кардиологические операции, не идите на них. Естественно, стрессовые ситуации. Как говорил один герой, спокойствие, только спокойствие. Или героиня, помните фильм? И в это время очень важна легкая пища. Очень важно. И экономьте силы, несмотря на то, что Лев еще у вас там бурлит внутри и желает что-то изменить. Это время перед новолунием, время спокойствия. Далее рассматриваем вопросы очень важные. Сразу же 2 дня у нас, 3 и 4, это время в Деве. Энергии одинаковые, это воскресенье и понедельник. Печку не растапливаем. Если раньше растапливали и у вас нет проблем, теплая печка, пожалуйста. Но если первая растопка, в Деве много влаги и, естественно, очень плохо горит, дыма будет полным-полно в доме. Стрижка волос можно, стрижка ногтей. А вот с покраской прошу тоже повременить. Впереди новолуние. И вот это важное дело нужно. Я бы и стрижку даже перенесла вот здесь. Можно, но это только в срочном случае. Но лучше ее перенести. Мытье волос, да, конечно же. Очистка кожи у нас идет до вечера 4 октября. Помните, кто-то папилломы, кто-то еще что-то выводит, чистотел и другие какие-то травы. Вот это вечер 4, завершающая вот эта очистка делается. А вот с покраской, побелкой стены, какие-то части, которые вы собираетесь красить в доме, в квартире, все просто-напросто в это время прекратите это делать, потому что это не хорошее время для этого. И проветривать подушки и одеяла тоже не рекомендуется, потому что в это время много влаги. И, естественно, вынесли на улицу и еще и набрали лишней влаги. Хотя это, казалось бы, время не стихия воды, но именно в Деве, я уже столько раз наблюдаю, вот такая ситуация. Со стиркой и уборкой здесь нормально все. Можно убирать, можно
стирать, все это нормально пройдет. А вот со здоровьем прошу обратить внимание на здоровье в этот момент. Именно в Деве у нас наиболее всего подвержены различным проблемам, уязвимы кишечник, желудочно-кишечный тракт, кроме прямой кишки, и аппендикс. В это время обостряется аппендикс. У меня такая была ситуация, я попала даже на операцию. Но это экстренная операция, когда уже лопается аппендикс. Поэтому, если у вас есть возможность предотвратить операцию именно в это время, потому что на брюшной полости нельзя делать операции в этот период. Берегите свою селезенку, желчный пузырь, привратник желудка, ну и всю вегетативно-нервную систему, потому что в это время они очень уязвимы. Зато в это время, вот обратите внимание, очень хорошо получается медицинская диагностика. Именно в Деве. В Деве проводите различные обследования, анализы, получаете заключения экспертов. В это время всегда правдивые. Поэтому делайте в это время, займитесь лучше вот этими важными делами, которые нужны для того, чтобы вы определились дальше, что делать со здоровьем. Тем более, не идите ни на какие операции в это время, потому что впереди у нас новолуние. Ну и нагрузка должна быть умеренной, потому что, видите, какие органы подвержены сейчас вот этому всем различным стрессам. И, пожалуйста, очень важно, в это время легкая пища, очень легкая пища должна быть. Ну, у нас сейчас время такое, что можно позволить себе и травы различные, и овощи, и фрукты. Вот это можно использовать. И теперь мы подошли к очень важному дню. Это день уже перехода Луны из Девы в Весы. Это день перед новолунием. Очень важный день. И здесь очень важные нужно отметки себе сделать для того, чтобы не было проблем. Вот смотрите, 5 октября это у нас день вторник. Нельзя топить печку. Я имею в виду первую растопку. Это очень сложно будет, много воды, и пробка не будет пробиваться. Новолуние, значит, ни в коем случае, хотя считается, что это и хороший день, если бы это было другое время Луны, но сейчас в новолуние лучше не стригите ни волосы, ни ногти, и покраска тоже откажитесь. Это не нужно делать. А вот мыть волосы, ну, если они грязные, то сейчас столько различных моющих хороших шампуней можно использовать. Далее очистка кожи завершился этот период у нас. Побелка, покраска тоже некачественные получается, проверила. Подушки не проветриваем, одеяло тоже не выносим на улицу. Это время, когда втягивается влага в наши вот эти все вещи, которые выносим на просушку. Пишу отдых, стирка и уборка. Постарайтесь дать себе отдохнуть в это время. А сейчас обращаю внимание именно на любителей, тех, кто работает на даче, в огороде, в саду и не обращает внимания на свои ноги. Они должны в эти дни, это время уже весов, переход Луны из Девы в Весы, очень важно обратить внимание на то, чтобы ноги были в тепле, чтобы не промокали. Одевайте хорошо, там несколько пар носков, сапоги теплые. Ноги должны быть в тепле. Почему? Потому что в это время уязвимы мочевой пузырь, почки, надпочечники, эндокринная система, все женские половые органы. В это время активизируется радикулит. Естественно, с этим связаны и головные боли. Что делаем? Конечно, ноги в тепле, чай из трав, а еще лучше отдыхаем, новолуние. Естественно, мы не употребляем острые продукты, знаете, чем это чревато для мочеполовой системы, алкоголь и копчености. Но в первую очередь берегите себя от холода. Сейчас во многих регионах очень холодно, резкие перепады, и еще никак не перестроились мы с периода, который называется теплый,
к периоду уже холодному. Ну что ж, у нас сегодня были два важных таких вопроса. Это агрогороскоп, а также Луна для дома, здоровья с 3 по 5 октября 2021 года. Раиса Горяченко, Александр Волик прощаются с вами. Всего вам самого доброго. До новых встреч. И самое главное, будьте нам здоровы. Обязательно здоровье в первую очередь. До новых встреч на нашем канале.